Всем привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами вкусным рецептом нежного сочного тортика вишни в шоколаде. Прекрасно сочетающий в себе вкус шоколадного бисквита и слегка кисленькой вишни. Для начала подготовим сухие ингредиенты, и для этого 150 грамм муки смешаем с 10 граммами разрыхлителя и уберем в стороночку. Теперь в сотейнике с толстым днем соединим 80 мл воды, 80 граммов сахара и 30 граммов какао. И, конечно же, не забудем 100 мл растительного масла без запаха. Перемешав венчиком до однородности, ставим на средний огонь и непрерывно помешивая, доведем массу до кипения. Как только наша масса закипит, нужно выключить огонь и оставить остывать на 10 минут. Ну а пока шоколадная масса будет остывать, возьмем 4 яйца, щепотку соли, 80 граммов сахара и на высоких оборотах миксера будем взбивать до пышной густой массы. Запомните, след от венчика не должен растекаться несколько секунд. И самое главное, не забываем, что пышность бисквита напрямую зависит от хорошо взбитых яиц. Снизив скорость миксера до средней, вливаем тонкой струйкой шоколадную смесь и будем взбивать до однородности. Теперь два приема просеиваем наши сухие ингредиенты и аккуратно все перемешиваем лопаточкой до однородной консистенции. Далее получившееся тесто переливаем в заранее подготовленную форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Для начинки возьмем 4 грамма желатина, зальем 30 мл воды, хорошенько перемешав, оставим до набухания. В отдельном сотейнике смешаем 350 граммов вишни, 70 граммов сахара, 15 граммов кукурузного крахмала. Все хорошенько перемешав, ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим до кипения. И как закипит, провариваем еще 1 минутку. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин, перемешиваем. Переливаем в отдельную миску и, накрывая пищевой пленкой, оставляем остывать до комнатной температуры. Проверив коржи на готовность, даем остыть. Затем, отделив края от формы, переворачиваем. И убираем все лишнее. Завернув все в пищевую пленку, убираем в холодильник на несколько часов. По истечении этого времени, сняв пленочку, разрежем на 3 коржа. Вы только посмотрите, какие красивые, воздушные и эластичные получаются наши коржи. Переходим к муссовой начинке. 14 граммов желатина заливаем 80 мл воды. Перемешав, оставляем набухать. В отдельном сотейнике смешиваем 250 граммов вишни и ставим на средний огонь. Доведя до кипения, выключаем газ. Погружным блендером пробиваем до состояния пюре. Добавив набухший желатин, перемешиваем, пропускаем через ситочко и даем остыть до комнатной температуры.
Теперь отдельно будем взбивать 350 мл холодных сливок до состояния жидких пиков. Отдельно смешаем 320 граммов сыра маскарпоне и 200 мл сгущенного молока. Все комнатной температуры. И будем взбивать до однородности. Далее добавим туда наше остывшее вишневое пюре и ваниль. Потом добавим взбитые сливочки и еще раз все вместе смешаем до однородной консистенции. Ну а теперь переходим к сборке торта. Сначала укладываем первый корж. Фиксируем наше кольцо. Далее выкладываем вишневую начиночку. И сверху половину вишневого мусса. Все хорошенько распределив, выкладываем второй корж. И так слой за слоем. В самом конце, накрыв пищевой пленкой, уберем для пропитки и стабилизации в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на всю ночь. Для глазури возьмем 50 грамм шоколада и 50 мл сливок. Все хорошенько смешаем и растопим в микроволновке. Ну вот и все. Теперь украшаем наш тортик по собственному желанию. Как вам нравится? На наш взгляд, это идеальное сочетание вкусов. Он получается не только вкусный, но и очень яркий и красивый. Он буквально тает во рту. Рекомендую вам его приготовить и попробовать. Всем приятного аппетита, хорошей недели и всем пока!